السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا، اليوم عندنا درس جديد، وهيا نتذكر ماذا درسنا قبل. أولا، он выучил арабский язык за 1 год. Переведите это предложение. تعلم اللغة العربية في سنة واحدة. تعلم اللغة العربية في سنة واحدة. Переводим. Мы всегда учимся на своих ошибках. نتعلم دائما من أخطائنا. И последнее из пройденного. Это мне нравится. Как мы скажем на арабском. Это мне нравится. حسنا. هذا يعجبني. هذا يعجبني. حسنا. И переходим к новой теме. Итак, слова, которые мы также проходили на других уроках. Читаем и переводим, а также смотрим и слушаем и разбираем. Мы встречали с вами такое слово «عندما». «عندما». Как оно переводится? «عندما» переводится «когда». Но это не вопросительное «когда». Будьте внимательны. Это именно то «когда», когда мы кому-то что-то объясняем. Например, я читаю Коран, когда нахожусь дома. Или же я читаю Коран, когда я дома. Да? Как мы скажем данное предложение? أقرأ القرآن عندما أكون في البيت. В разговорной речи я бы сказала так. أقرأ القرآن عندما أنا في البيت. Можно и так сказать. Давайте посмотрим другой пример. عندما أكون في البيت تكون في المدرسة. Попробуйте перевести данное предложение. عندما أكون, вспомните глагол كان يكون. أكون – это у нас для первого лица. عندما أكون في البيت تكون يعني أنت تكون في المدرسة. Получается, когда я дома, ты в школе. Попробуйте составить свое предложение, используя عندما. Например, عندما. Попробую составить в прошедшем времени. Слушайте внимательно. عندما كنت في المدرسة أنت كنت في البيت. Еще раз. Попробуйте перевести. عندما كنت في المدرسة أنت كنت في البيت. حسنا. Итак, следующие слова. Следующее слово у нас это شارع и его форма множественного числа. شوارع. Что такое شارع? شارع – это улица. Улица. شارع. شوارع – это уже улицы. Давайте с вами попробуем использовать эти слова в предложениях. Значит, شارع и شوارع. Это длинная улица. Это длинная улица. Отлично. Возможно, у кого-то вопрос.
как будет длинное. Наше предложение переведется таким образом. هذا شارع طويل. Мы будем использовать слово طويل. Возможно, кто-то знает это слово в значении как высокий, потому что слово طويل также переводится как высокий, высокий. Но мы можем его также использовать и в значении как длинный. Для слова улицы, например. هذا شارع طويل. جيد. Это длинная улица. Давайте посмотрим следующее предложение. Я живу на красивой улице. Я живу. Жить, проживать. Здесь мы можем использовать глагол سكن, سكن или же عاش, سكن. Например, سكن. سكنت, да, в прошедшем времени. سكنت, سكنتي, سكن, سكنت. هي سكنت في دبي. Попробуйте перевести. هي سكنت في دبي. Она жила в Дубае. В настоящем времени будет يسكن. Получается أنا أسكن, أنت تسكن. Значит, здесь в настоящем времени мы скажем так. أسكن في شارع جميل. أسكن في شارع جميل. Я живу на красивой улице. أسكن في شارع جميل. حسنا. Другой пример. Улица чистый. Как же будет у нас чистый? Чистый у нас это слово نظيف. نظيف. نظيف означает чистый. Теперь в предложении нашем у нас будет الشوارع, الشوارع نظيفة. Почему نظيفة? Помните, что когда мы говорим о словах неодушевленных, не о людях, да, а о предметах, например, книги, то когда я буду говорить هذه كتب. هذه. Я буду использовать هذه как для женского рода единственного числа. هذه كتب جميلة. То же самое и здесь. شوارع نظيفة. نظيفة. Следующее предложение. في الشوارع أشجار كثيرة. في شوارع أشجار كثيرة. في الشوارع. На улицах. Обратите внимание, на улице мы говорим фи, не аля, а фи. في الشوارع أشجار كثيرة. Слово أشجار, его формула в единственном числе это шаджара. Шаджара. Шаджара это дерево, одно дерево. أشجار это деревья. في الشوارع أشجار كثيرة. Переведите следующее предложение. Ты высокий. جيد. أنت طويل. أنت طويل. Используем слово طويل. Следующее предложение. Переведите его. بيتك نظيف. بيتك نظيف.
Далее давайте с вами рассмотрим глагол, который мы также встречали в уроке. Таваккафа. Таваккафа. Что такое таваккафа? Во-первых, это глагол. Хада фиаль. Фиаль на арабском означает глагол. Таваккафа означает останавливаться. Давайте рассмотрим предложение. Это у нас глагол в прошедшем времени. توقفت الساعة. توقفت الساعة. Здесь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, почему здесь у нас получилось توقفت الساعة? Ведь это не анти, это не местоимение анти, это местоимение здесь идет как хия, потому что речь идет о саа. Но почему же здесь у нас ти? Дело в том, что по факту у нас здесь стоит т. Т с сукуном. توقفت. توقفت الساعة. Но дело в том, что арабский язык, он очень любит гармоничность, красоту. И здесь сказать توقفت الساعة, توقفت الساعة, чувствуете вот эту сложность? То есть мы не плавно как бы плывем, да, а нам нужно так вот توقفت الساعة, так как будто остановиться. Для того, чтобы такого не было, это вообще правило ильтика уссакинайн. То есть когда у нас встречается глагол похожий, да, который заканчивается на сукун, что происходит? И дальше следующее слово, здесь у нас слово «assa». Здесь у нас стоит син с шаддой, да, алиф васль мы не читаем, лям мы здесь не читаем. И следующий у нас идет син с шаддой. Получается, первый син, он с сукуном. И у нас встретились здесь два сукуна. Когда встречаются два сукуна, в подобных случаях, да, вот эта «т», она получает кясру. Именно по этой причине. И здесь мы с вами говорим «таваккафат ис-саа». «Таваккафат ис-саа». Для того, чтобы нам было легче произнести. А как же переводится теперь это предложение? Верно. Часы остановились. Точно так же аналогично мы можем перевести и другие предложения. Например, توقف المطر. توقف المطر. Матар – это есть дождь. То есть дождь остановился. توقف المطر. Джайед. И последнее на сегодня предложение. توقف الولد في الطريق. Кто-то, возможно, легко его переведет. Слово «тарик». Слово «тарик» – это не улица, да? Мы сказали, улица – это шара, а вот «тарик» – это уже дорога. «Тарик» – это дорога. Это может быть дорога, по которой ездят машины, это может быть дорога, по которой ходят люди. То есть это все слово «дорога». «Тарик». توقف الولد في الطريق. Значит, остановился мальчик на дороге. Отлично. Мы с вами разобрали слова. Не забывайте о важности практики. Практикуйте. Пишите в своих тетрадках предложения. Не останавливайтесь. Развивайтесь. Улучшайте. Каждый день поднимайтесь все выше и выше. Я желаю вам хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ма ассаляма.